Вообще офигенные кеды, очень стильные. Самый комфортный и самый мой образ на сегодня. И здесь еще огромный теплый капюшон. Спорный тренд, который к нам вернулся, это леггинс. Очень красиво смотрится, такой легкий перелив у него. Всем привет, меня зовут Аня Брягина, вы на моем канале. Мы приехали в Зару на Невский 21 для того, чтобы продолжить рассказ о трендах сезона и для того, чтобы в этот раз примерить вещи. Попробую примерить то, что вы просили меня примерить, если я эти вещи все еще найду, потому что я сейчас немножко одним глазом заглянула, и там уже немного коллекция изменилась. Висят уже вещи совершенно другие. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы поддерживаете меня, пишите мне комментарии, чтобы я продолжала снимать. Мне это очень ценно, а негативные комментарии я буду просто блокировать. Я думаю, так моя жизнь будет легче и проще. Что на мне сегодня? Такое вот легкое пальто, можно сказать, летнее пальто с сайта Shein. Худи, по-моему, с Эйчика. У меня такой костюм из брюки спортивные, и вот худи, юбка из Страдивариуса. И мои любимые мартинсы, конечно же. Целый год разнашивала, наконец-то я могу в них нормально ходить. Такой простой, понятный образ на каждый день. Пойдемте уже смотреть, что здесь есть. Я хочу прямо уже сейчас начать вот с этого платья. Мне очень нравится, что появляется цвет в магазинах. Такое странное оно, немножечко в восточном стиле. И сзади пуговки тканевые. Чувствую, что это синтетика, полиэстер, скорее всего. Да, 100% полиэстер. Но ценно, что здесь есть принт, здесь есть цвет. Это уже не просто бежево-черная гамма, которая всех нас немножечко подутомила, а уже что-то цветное, яркое. Такой вот кроп-свитер в прошлый раз не видела, сейчас вот заметила. Очень крутой, 3300 стоит. Мне очень нравится, что у него такой большой свободный воротник. Его не нужно загибать вот так вот, именно его нужно носить таким свободно приспущенным. Можно надевать такой свитер и на рубашку какую-то белую, на футболку, на все что угодно. Даже, может быть, на тонкое трикотажное платье. Здесь был такой вариант, на манекене сейчас его убрали. Но мне очень нравится, и, кстати, он в гранжевых образах тоже очень круто будет работать с какими расклешенными короткими юбками, с красной клеткой, прекрасный такой цвет темно-серый сочетается. Очень красивые ботинки, стоимость 8000 рублей, бычья кожа и актуальный квадратный как раз-таки носок спиленный. Очень крутой цвет, редко можно что-то найти именно в цвете, не в черном, не в коричневом, а вот в таком вот хаке. Очень мне нравится. Говорила, что жилеты в тренде, а здесь такая, не совсем жилетка, скорее манишка, или как это назвать. 2000 рублей стоимостью, 90% акрил, 10 шерсти, и здесь еще огромный теплый капюшон. То есть те, кто не любит шапки, могут купить себе такую вещь. Давайте посмотрим, как это называется. Здесь это топы и другая одежда. Это топы и другая одежда. Я вот присмотрюсь, потому что я ненавижу шапки, а такой капюшон мне ее прекрасно заменит. И здесь и шарф можно не надевать, шея будет закрыта. То есть и практично, и стильно. Тут мне весь лучок нравится. И такие вот кеды за 3300 рублей. Вообще офигенные кеды, очень стильные. Жилетка акриловая, чувствую, за 3000, 88% акрила, я же говорю, акрил. И шарфик классный. Его, кстати, как косынку можно повязать на голову, либо оставить его на шее. На шарфик не могу ценник найти. Но я думаю, что в районе 1000 будет это стоить. И такие вот кюлоты. Сейчас скажу их цену. 3300 рублей. Очень классная, кстати. Плотная ткань, скорее всего, затяжки образовываться не будут, складка не будет разглаживаться, то есть вообще классная вещь. И мне очень нравится именно такое сочетание спортивных кед и такой вот учительской немного жилетки. Это очень круто смотрится, когда такие расхлябанные немножечко вещи сочетаются с такими более спокойными, чем здесь были бы какие-то сапоги. Это было бы реально как-то скучно, занудно, а кеды именно они придают такой какой-то легкости и молодежности этому луку, актуальности, современности. Такое вот классное кожаное платье-рубашка молочно-белого цвета, 5600 рублей у него стоимость, подкладка хлопковая, что ценно, офигенно. Не на мой рост, скорее на высокую девушку. Можно носить, кстати, его в качестве пальто, в качестве, точнее, плаща, пока не холодно, а потом его носить уже в качестве платья. Вниз надеть какой-нибудь бадлон, утеплиться, и вот вообще супер. Высокие сапоги, опять же, ну вы знаете. Появились здесь потрясающие вот такие вот осенние пальто, 75% шерсти, подкладка из вискозы. Очень крутое пальто-халат, классическое, вне времени. Очень мне нравится его качество.
плотное, в нем будет не холодно даже, наверное, в ноябре, если особенно пододеть какой-то свитер шерстяной. Я составила такой лучок, нашла здесь вот такое вот платье, кстати, тоже 100% вискоза. Лучок такой в духе 70-х. И вот такие вот ботильончики, я тоже чувствую, что это кожа, но еще не смотрела, чья и сколько это стоит. Так, это стоит 8000 рублей, бычья кожа 100%. Очень красивый цвет, бордовый. Тоже немножечко сквадраченный такой носочек, но в то же время он и вытянутый. Вот он не будет так воровать рост, как именно квадратный, такой немножечко вытянутый, он будет лучше на невысоких. Но учитывайте, что ножка, если у вас большого размера, такие ботинки будут смотреться немножечко громоздко. Хочу рассказать про платье, показать вам его сзади. Там очень специфическая спинка, смотрите. Можно под низ водолазку, конечно, надеть и ничего не переделывать, но я бы сдала в ателье, чтобы молнию сделали длинной просто до верха, либо тут как-то бы его зашила, потому что такие вырезы, мне кажется, на спине зимой не очень-то актуальны. Просто будет холодно, будет дуть. Но если что, да, действительно, вниз можно надевать какую-то водолазку. Можно, кстати, бордовую в тон вот этих вот ботильонов, либо черную, либо серую, в общем, в тон клетки на платье, бежевую, опять же. Платье очень классное, кстати, я бы его купила, даже несмотря на то, что оно, в моем понимании, требует переделки из-за вот этой вот странной спинки. Платье, которое я хотела, расхватали. Помните, я показывала такое в викторианском стиле, сверху как будто бы блузка, а внизу сарафан. Вот, вместо него теперь есть вот такое же тоже за 4300 из вискозы с хлопком. Платье гимназистки. У него рукав отличается, смотрите, от вот этого вот основного полотна. Большой воротник, что очень актуально. Кстати, да, вот еще один актуальный тренд – это большие воротники. При том, как на блузках, так и на платьях они могут быть. В том числе можно, кстати, такой же использовать, если он из более плотной ткани, и поверх пальто. Видела такое на неделях моды, на стрит-стайле. Это смотрится очень круто, необычно и свежо. Спорный тренд, который к нам вернулся, это леггинсы. Эти леггинсы стоят 2600 рублей. Они такие плотненькие, но все равно их носить как брюки не стоит. И когда вы надеваете леггинсы, старайтесь закрывать паховую зону. Уже стилисты с первого даже канала, там, я не знаю, просто все говорят, что нужно так делать. Тем не менее, я все равно вижу в магазинах, в метро, на улице людей, которые открывают именно в леггинсах эту зону. Это выглядит очень неэстетично на мой вкус, и не только на мой. Мне кажется, нужно закрывать это либо длинным свитером, либо каким-то длинным кардиганом, жакетом, пиджаком, чем угодно. То есть... Ой. Секунду. То есть, если вы надеваете леггинсы, закрывайте их как-то вот так сверху. И снова тренд. Это кожаные плащи и тренчи. Вот этот стоит всего 5600. И он еще есть в такой вот светлом молочном цвете. Есть в таком карамельном. Мне больше нравится, наверное, в карамельном. Но ни тот, ни другой, скорее всего, я бы себе не выбрала. Выбрала бы себе черный. Не могу сказать, что плохой кожзам. Мне кажется, соответствует как раз-таки своей цене в 5600. И подойдет на невысоких. Смотрите, вот я к себе прикладываю. Будет мне длина где-то до середины икры. То есть на высоких девчонок, мне кажется, он будет коротковат. Я уже показывала много здесь кожаных пиджаков, но вот этот рыжо-коричневый за 7000 рублей очень-очень мягкий. Он действительно выглядит как кожа, у него такая более качественно сделанная фактура кожи, более ее точно имитирующая. Мне прям очень нравится он по ощущениям. Вы не представляете, насколько он мягкий. И, кстати, есть возможность собрать костюм. Здесь такие чуть-чуть зауженные брюки за 3300. Оттенок прям один в один. Я бы, кстати, рекомендовала именно брать костюм, потому что так гораздо будет больше вариантов комбинирования. Такая вот куртка-рубашка, точнее даже пальто-рубашка. Вот, кстати, с шерстью 47%. Я хотела именно потеплее, что-то вот здесь есть шерсть. И она такая по фактуре интересная, как бы сваленная. Очень красиво будет смотреться со всякими осенними оттенками, рыжим, рыже-коричневым, точнее, синим, зеленым и вот таким вот насыщенно-бордовым. А вниз я бы предложила надеть водолазку и вот такие вот ботинки грубые. Ботинки стоят 3300, естественно, это не натуральная кожа, а полиуретан, но выглядят они достаточно круто. В прошлом сезоне такие были подобные, это закос под Праду. В общем, интересно выглядят они, и мне кажется, многие лучки именно осенние, они отлично впишутся. Тренд для смелых — резиновые сапоги, 5000 рублей. Ну, кстати, вполне практичная, классная обувь на осень.
И я бы даже вот могла надеть их сегодня со своим вот этим вот пальто, что я сейчас и сделаю. Ну вот как-то так. Мне, к сожалению, не хватает для них роста. И они топорщатся вот здесь. Это проблема всех невысоких девочек. Сапоги часто именно вот здесь вот некрасиво отпирают. Нога смотрится как карандаш в стакане. Ну что, лучок первый супер теплый. На мне кашемировый свитер за 10 000 рублей. Очень-очень мягкий. Оттенок не совсем мой, но можно, в принципе, обыграть. Мне просто сегодня макияжа немножечко не хватает для такого нежного свитера. Брюки тоже не в моем размере, XS не было, я примеряю S, и, естественно, я их вот поддерживаю за карманы, чтобы они с меня просто не сползли. Брюки, про которые я рассказывала, что они похожи на те, которые я носила в 6 классе в 2001 году, вот, и навевающие на меня ностальгию. Воротник от рубашки, как я говорила, большой выправляем наверх, такой актуальный тренд. Можно даже и поверх пальто попробовать. Пальто из 100% шерсти. Я прям стою, и мне очень-очень жарко. Мне кажется, так можно одеваться даже в декабре. А еще такие вот ботильончики у меня, по-моему, они стоят 8 000 рублей. Тут с разрезиками, вот что удлиняют ногу, натуральная кожа. Кстати, очень-очень мягкие, удобные, несмотря на каблук. Только я бы взяла себе, наверное, не 37 все-таки, а 36. Они как-то немножечко больше мерят. Сняла пальто, хочется всегда какую-то большую мягкую сумку, пауч, но мне уже не разрешают больше вещей в примерочную взять, потому что я взяла уже и так по максимуму. Спрашивали, как я заправляю свитер. Свитер я заправляю только впереди, а сзади позволяю ему свободно болтаться. Еще также забыла вам рассказать про тренд, это разрезы на брюках, на леггинсах, на брюках, на джинсах. Различные разрезы, это тренд, который уже начинал входить весной. Но вот сейчас только мы его видим в масс-маркете. Это, кстати, тоже очень круто, удлиняет ноги. Тоже в осенней гамме платья. Я его показывала с черным пиджаком мужского кроя. Сейчас не могу, к сожалению, этот пиджак найти, хотела тоже примерить с мартинсами. Если найду, то покажу. Как же мне нравится это пальто, как же в нем тепло, комфортно, оно очень мягкое, легкое. Как я говорила, это 100% шерсть. Ну, просто потрясающе, оно стоит все свои 16 000. Классная вещь. Платьишко в размере XS, а сапоги 37 на 23,5 на мою ногу. Но сапоги мне, опять же, не очень нравятся, где заканчиваются. Они немножечко оттопыриваются от того, что они рассчитаны на ногу по длине, то есть на более высокий рост. Либо их как-то немножечко вот пытаться вот так вот приспустить. Я бы, естественно, сюда надела колготки. Колготки кофейного цвета, либо темно-коричневые, плотная, но, скорее всего, контурная, кофейная будут здесь прямо идеальны. Не хватает мне для полноты картины, конечно, сумки. Но вот я примерила этот капюшон, и мне так нравится. Это настолько выглядит красиво, элегантно. Мне не очень-то идут платки. Можно, в принципе, конечно, такое пальто носить с платком на голове, с каким-то плотным, может быть, из тонкой шерсти. И вот я еще, кстати, примерила эти сапоги, которые тоже мне очень-очень нравятся. Такие же есть в шоколадном оттенке, я их показывала, но в шоколадном они лежат на первом этаже, мне лень было туда идти, я взяла в бежевом, бежевые мне тоже прям вообще любовь, очень понравились. Их можно гармошечкой вот так вот складывать пониже, либо носить полной длиной. Очень красивый носок у них, они, кстати, очень мягкие и удобные. Каблучок вообще не чувствуется, мне кажется, можно целый день в них ходить. Снимают капюшон, и волосы остаются все такими же объемными, а после шапки все электризуется и все прилизанное. В общем, ненавижу шапки, а капюшон — это прям находка, просто вообще выход. Если бы был черный, я бы купила вообще без вопросов. Может быть, кстати, и бежевый все-таки куплю. Классно, что он и шею закрывает. То есть уже ни шарф не нужно, ни шапку не нужно. Перчаточки какие-нибудь тоненькие из лайковой кожи. Сюда сумочку, пауч, либо какую-то сумочку четкой формы, небольшую. Вот вообще шикарно. Как платье, эта рубашка коротковато, конечно, но если плотные колготки надеть, то вполне себе. Я прям влюблена, мне так нравится эта бахрома. Мне так нравится, что она качается в такт шагам, это так все как-то живенько платье, то есть живет на мне. Очень красиво.
очень нравится. Высоким девушкам, естественно, можно надеть с какими-то либо плотными леггинсами такое платье, точнее, это будет просто рубашка, уже не платье в таком случае, либо с скини-джинсы и жокейские сапоги, либо скини-джинсы и сапоги-трубы. Сапоги-гармошка подойдут. Ну, в принципе, и мартинсы тоже неплохо. Просто колготки нужны не контурные, а контурные колготки здесь, ну, немножечко, да, пошловато смотрятся. Мне кажется, в мои 31 уже нельзя носить такую короткую длину. Рикардо Тиши назвал голубой новым черным, и это так и есть. Голубого очень много в новых коллекциях. Мне очень нравится этот цвет. Действительно, что-то свежее, чего давно не было. Наконец-то появляется цвет, как я уже говорю. Но насчет этого костюма, не знаю, очень странное у меня ощущение. Ощущение, как будто я в лосинах и в жакете. Вот это, кстати, как раз-таки жакет, вот это уже не пиджак. Хотя жакет – это также вид пиджака, для тех, кто любит докопаться до сути. Ладно, окей, жакет мне, в принципе, ну, более-менее комфортен, несмотря на то, что он такой узенький. Я бы надела его с своими новыми брюками, которые я скоро покажу в моих покупках. Брюки такие черные, летящие от бедра, и вот они идеально просто будут как раз-таки с таким жакетиком коротким. А эти брюки лосины, я не знаю, даже мне кажется, если я возьму размер больше, S или M, они будут сидеть как-то очень странно, и как-то для меня это даже немножко пошло, потому что я привыкла именно носить все такое свободное, объемное, а такие вот обтягивающие силуэты мне пока немножечко странны. Хотя я чувствую, что мы скоро к ним вернемся, уже все к этому идет. Сейчас мы пока носим приталенное, но уже скоро, мне кажется, мы будем носить именно снова все облегающее. Так что пора худеть. Смотрите, какие пуговки красивые, кстати, на жакете. Фурнитура вообще отличная. Пуговки железные, не пластиковые. Очень мне нравятся, такие немножечко ретро. Ткань, в принципе, приятная, но образуются затяжки. Вот я уже нашла вот здесь маленькую затяжечку. Понимаю, почему этот костюм никто не покупает, потому что, ну, действительно некомфортно в таком облегающем. Поэтому все пока размеры есть. Самый комфортный и самый мой образ на сегодня, потому что именно так я обычно и одеваюсь. Я постоянно ношу как раз-таки такие коротенькие платьишки, и такой же пиджак у меня тоже из Зары есть мужского кроя. Вот заметьте, кстати, все на невысокий рост. Мне кажется, надо носить именно то, в чем комфортно. Даже если это не как-то мега трендово, я в этом чувствую себя собой, и это самое главное, и в этом я, значит, буду вести себя по-другому. Одежда очень влияет на то, как мы себя ведем, на то, как мы говорим даже. В общем, чувствуйте себя собой и носите то, что вам нравится, а тренды – это все уже второстепенное. А еще мне как-то там влетел коммент от диванного эксперта, что нельзя так закатывать рукава невысоким. Наоборот, нужно всегда показывать самые узкие свои места, запястья и вот эту самую узкую часть ноги. Это делает фигуру стройнее и, соответственно, выше. Потому что стройные всегда выглядят выше, чем полненькие, к сожалению. Все-таки нашла это потрясающее платье, правда, в размере М, оно на мне сильно болтается. Также я бы убрала у него немножечко длину, сделала бы вот как-то вот так вот до середины бедра, именно такая длина мне комплиментарна. Длина до колена обычно очень режет рост, и невысоким она вообще просто противопоказана, хотя сейчас она становится снова модной, и скоро мы будем все носить такую длину. Ну, в принципе, если вашему росту это не подходит, совершенно не обязательно носить то, что вам не подходит. Так, платье просто вообще потрясающее. Сверху вот этот материал, он немножечко колючий, конечно. Он такой красивый, блестящий. Александр, покажи, пожалуйста, вблизи его. Очень красиво смотрится, такой легкий перелив у него. Мне нравится также этот бант, который можно завязать как бант, либо оставить распущенным. Я не знаю, я так хочу это платье в размере XS. Где мне его взять в размере XS? Снова голубой, нашла совершенно потрясающий свитер, который выглядит очень достойно, при том, что он синтетический, но здесь, мне кажется, не стоит докапываться в этом случае до состава, потому что свитер реально потрясающий, очень комфортный, мягкий и, главное, этот цвет. На мне размер S, я бы взяла XS, но XS не было. С брюками, с этими White Leg решила джинсами примерить, но я бы, скорее всего, такие джинсы себе, наверное, не купила. Возможно, мне не нравится, что они очень длинные, и как-то из-за этого собираются. Их можно легко обрезать, они регулируемой длины, потому что по низу они не обработаны.
Ну, как-то, не знаю, я себя чувствую некомфортно в них. Это 34 размер, по размеру они подходят мне, но как-то не мой фасон джинсов, так скажем. Мне комфортнее в мам, либо в каких-то более узких моделях все-таки. И вот эта вот куртка-рубашка, хотела ее очень давно примерить. Куртка мне тоже очень-очень нравится. Она прям такая тепленькая. Мне сначала показалось, что она прямо легкая, но нет. Мне кажется, в ней до +5 можно ходить. Все-таки она с шерстью. Также я надела бы, скорее всего, с какими-то другими джинсами. Либо вообще не с джинсами, может быть, с платьем. И хотелось бы чего-то бежевого добавить. Либо у меня есть такой небесно-голубого цвета худи. И вот под эту куртку прям было бы идеально такой небесно-голубой. К сожалению, здесь нет подобного оттенка вещей. Я бы могла показать. Мне кажется, у меня для таких образов не хватает роста. Это для тех, у кого рост где-то в районе 170. Для моих 157 я превращаюсь в небольшого квадратика, когда у меня объемный и низ, и верх. То есть должен быть либо узкий низ здесь, либо узкий верх при таких джинсах. Все-таки все объемное я стараюсь не носить. Но если рост у вас позволяет, и если вы девушка стройная, то такой образ вполне имеет место быть. Почему нет? Естественно, я бы надела другую обувь, я бы надела здесь обычные белые кеды. Но так как мне надо было немножечко себе роста удлинить за счет каблука, я это сделала. Ужасно устала, не дай бог, кто будет минусы ставить. Всех найду и съем. Очень понравился вот этот свитер, прям в нем и решила сказать свое заключительное слово. Очень понравилась куртка-рубашка, понравилась рубашка, которая черная, кожаная, с бахромой, потрясающая. Также, что мне еще понравилось, платье понравилось, которое такое бордовое, короткое. Возможно, я сейчас прямо его куплю. И этот свитер тоже, скорее всего, сейчас куплю, потому что очень мне в нем комфортно, прямо в нем пойду домой. Как раз с тем пальто, в котором я сегодня пришла, будет отличный образ. Остальные вещи, скорее всего, тоже приобрету в течение сезона. Не забывайте подписываться на мой канал, подписывайтесь также на мой инстаграм, ставьте пальчики вверх. Пока-пока!